О да, Portal 2 Community Edition. Я попал в закрытое бета-тестирование. Ей. Многие просили меня сделать третье видео про P20E, но как и Valve, я не умею считать до 3. Я устал ждать Portal 2 Community Edition, поэтому я сделал свой. Так как я являюсь создателем мода, причем достаточно популярного под названием Project Capture, то для меня вопрос, на чем делать мод, был крайне важным. В 2023 году я пытался создать свой проект на базе P20E, и это было сложно. Главная проблема, мой мод очень технический, так как предлагает полностью новые механики, написанные на VScripts, а P20E в то время не славился стабильностью. Так что после того, как всего за одну ночь мой работоспособный код полностью сломался всего за одно обновление, я решил, что ванильный Portal 2 будет стабильнее. Да, это звучит абсурдно, учитывая, что каждое обновление Portal 2 что-то доломает. Но они достаточно редкие, да и можно всегда откатиться до билда того же 2021 года, что я, кстати, и сделал. Сегодня я выделю главные для себя плюсы P20E, которые меня интересовали и которые я считаю реально полезными, а позже я сделаю их альтернативу ванильному Portal 2. В мой список годноты P20E попали мощный, нормальный трейслайн, Parallax Corrected Cube Maps, PBR материалы, волюметрика, которая изначально была, потом ее вырезали и недавно что это? Панорама для создания кастомных интерфейсов, ну и их новый скриптовой язык, который вроде как позволяет добавлять новые entity. И если вы считаете, что это невозможно сделать в игре 2011 года без доступа к исходному коду, то это видео вам явно понравится. О, трейслайн, да! Начнем с трейслайна. Если кто не помнит... Давайте я уже вас познакомлю с ним. Трейслайн или рейкаст — это луч от точки А в точку Б, который имеет промежуточную точку С, сталкиваясь с каким-либо объектом. Именно эта точка С, а если точнее хитпоинт, нам и потребуется. Что-то довольно скучное для большинства, но не менее важное. В чем же проблема? В движке Source Engine есть два больших класса объектов. Статические, то есть постоянные, так называемая мировая геометрия, и динамические, которые могут меняться в ходе игры. Во втором портле функция трейслайн реагирует только на статическую, мировую геометрию, что для нас является огромной проблемой, ведь УБ относится к динамическому классу. О да, насколько я обленился. Так, что я написал свой алгоритм? Большой алгоритм. К сожалению, он базируется на основе B-боксов, но это максимум, что вообще возможно выжать из V-скриптов. И знаете что? Если B-боксы корректные, то все работает просто прекрасно, а главное, достаточно быстро. Более того, так как я делал собственную имплементацию, мне удалось сделать интерфейс даже более мощным, чем в P20E. Мой вариант позволяет использовать кастомные функции для фильтров, четко задавать правила, как и во что должен попадать луч. В P20E же все ограничивается заранее созданными масками. Простыми словами, если вы хотите луч, который будет попадать только в триггеры, вы не сможете это сделать. В целом, вы вообще не сможете попадать в триггеры. Никак. Также это работает с порталами, даже мировыми. И да, все это на V-скриптах. Кому интересно, вот так выглядит код самого алгоритма. Сколько ночей и кофе на него ушло, лучше не спрашивать. Ведь это далеко не самое интересное и сложное из сегодняшнего видео. Что касается их нового скриптового языка, кому-то он нужен, кому-то нет, но мне лично с головой хватает стандартных V-скриптов. А если их вдруг становится недостаточно, мы вступаем в серую зону, зону плагинов движка. В качестве примера можно вспомнить прошлое мое видео по возвращению функционала Point Survey. Плюс такого подхода с плагинами в том, что потенциал здесь просто безлимитный. Буквально можно сделать все что угодно. Например, почему бы не заставить игру записывать геймплей игрока прямо в MP4 файл? Прям то, что он видит и делает. Да, это новый разрабатываемый функционал для проекта из прошлого видео. И да, таким образом можно заменить панораму. Это сложнее, но это и мощнее. Можно сделать полностью кастомное меню на EGUI, на MGUI, в другом фреймворке GUI, да даже можно засунуть Chromium, сделать все через JavaScript и HTML. Пожалуйста, не делайте этого. А вот с графическими улучшениями все оказалось куда сложнее.
Для моего мода Project Capture пришлось пойти на серьезные хитрости. Мне пришлось всего лишь зареверсить движок в очередной раз, чтобы понять, как устроен секретный всеми забытый шейдер под названием Screen Space Generic. Оказалось, он позволяет использовать кастомные HLSL шейдеры. Но есть проблема. В этих ограниченных условиях я могу только загружать свои шейдеры. Все остальное нужно преподносить им на блюдечке. Шейдер — это всего лишь программа, которая работает с данными. А если движок ничего не знает про наши шейдеры, то откуда взять данные? Еще раз, движок никак не связан с моими кастомными шейдерами. Он ничего про них не знает и не дает никаких данных. Поэтому всю информацию мне приходится предоставлять в конвейер самому. Давайте же посмотрим на мои успехи. Именно таким образом я написал свой шейдер для Parallax кубмапов. А данные я генерировал напрямую в VMT через самописный скрипт, который модифицировал BSP-карту. Если кто не понимает, в чем разница, то сравните обычные кубмапы Source и те, что с корреляцией параллакса. И вот тут, поняв, что я снова нашел способ сделать в ванильном Portal 2 что-то невозможное, почувствовав небывалую силу и власть в своих руках, я решил сделать полноценный PBR. Тогда я еще не знал, насколько это сложная задача. Казалось бы, кто бы мог знать? Эта технология позволяет нам создавать максимально красивые текстуры. Этот шейдер поддерживает параллакс, который Valve таки не смогли реализовать в своем движке. Параллакс создает глубину для плоских текстур, благодаря чему они смотрятся еще более реалистично. Да, я сделал это. Подробный технический разбор того, как это работает, будет позже на канале Project Capture. Но если в двух словах, это стоило огромного количества времени. Самым сложным было написание кастомного Hammer аддона. По сути, это кастомный компилятор, который буквально запекает цвет сурса, адаптируя его под математику PBR. На 2000 строк кода. Компилятор. Да, я не знаю, зачем я решил это делать, и я не знаю, зачем я в целом все это делаю, зачем я существую. Ну и в это же время я благополучно впихнул Parallax кубмапы в свой PBR. И все эти футажи на ваших экранах, да, это ванильный Portal 2, не P2CE. Если честно, я все еще не совсем завершил это. У меня есть, так скажем, математический баг в моем компиляторе. Проблема в том, что свет в сурсе никогда не был реалистичным, в отличие от математики PBR. Так что я все еще не могу создать максимально подходящую и корректную математическую формулу конвертации настроек освещения Source в PBR. У меня либо пересветы, причем сильные, настолько сильные, либо наоборот яркость света теряется. Ну и в ходе фикса я еще успел что-то сломать, у меня вообще теперь немножечко течет свет. Да. Но это все проблемы будущего. Давайте лучше сравним мой PBR с PBR в P2CE. Я думаю, многие хотят это увидеть. Для этого я взял PBR материалы, созданные Landship для P2CE, и через небольшой самопис конвертировал их в свой PBR. После я взял карту пример с этими материалами и, немного изменив, переместил в Vanilla Portal 2. И вот как это выглядит. Сразу могу отметить, что, по моему мнению, в P2CE блики слишком слабые. В этой комнате два ярких направленных источника света, и как будто примерно 75% энергии от этих источников просто теряется. У меня же обратная проблема сейчас. Слишком много энергии, что особенно заметно на металлических материалах. Но и тут я решил улучшить функционал, делая то, чего нету в P2CE. Так что я добавил в Hammer гибкую возможность управления бликами PBR. Да, я могу просто вручную скорректировать мощность PBR света, что не повлияет на свет сурса, но исправит проблему слишком ярких поверхностей. И мне этого было мало, так что я сделал внутриигровой редактор света. Но по правде это эксклюзив для совсем другого видео на тему PBR. Волюметрика! В P2CE изначально была волюметрика уровня SFM. Очень дорогая, но достаточно красивая, которая, тем не менее, была нестабильная, и ее удалили. Недавно, пока я писал сценарий этого видео, спустя 4 года они наконец-то сделали новую реализацию волюметрики.
Скажу сразу, мне она не нравится из-за ее низкого, как по мне, качества. Что особенно заметно на данном футаже. Может, я не прав, но это не так важно. Важно то, что в Vanilla Portal 2 нельзя сделать волюметрику. Понимаете, для волюметрики нужен буфер глубины, чтобы поднимать, какие объекты перед лучом волюметрики, а какие сзади. Но и это не единственная проблема, ведь чтобы волюметрика учитывала препятствия, ведь луч учитывает препятствия, нам также нужен буфер глубины, но теперь самого источника света. Тем не менее, несмотря на все эти ограничения, из-за которых я не могу сделать действительно красивую волюметрику, как, например, в этом видео из комьюнити шейдеристов Гаррис Мода, я сделал что-то. Да, это волюметрика, и да, она учитывает препятствия, и нет, буфер глубины у меня не появились. Дело в том, что мне пришлось придумать, как сделать реализацию волюметрики без них, используя аппаратную карту теней источника света и хитрость рендер-пайплайна самого движка. Но если в P20 волюметрика слишком низкого качества, то у меня же наоборот, она в нативном разрешении, что создает некоторые артефакты в виде сеточки. И что хуже, сильно влияет на производительность. И это никак невозможно оптимизировать. Можно только понизить качество волюметрики, но тогда сетка становится еще сильнее. Можно попробовать уменьшить качество и недостаток данных имитировать математически с помощью интерполяции, но тогда появляются диски. В общем, что я только не пробовал, но проблема глобальная. И проблема в том, что мой шейдер рендерится напрямую в фреймбаффер, который равняется разрешению игры. Я не могу отдельно зарендерить в более маленький буфер, например, который в 2 или вообще в 4 раза меньше, а потом растянуть его, что решило бы проблему и производительности, и сетки. В итоге я собрал свой, пускай не Community Edition, ведь большая часть описанного мной остается эксклюзивом для моего собственного мода Project Capture, но явно настоящий Powerful Edition, звучит громко. Я добавил в игру то, что считалось невозможным, и самое главное, за исключением плагинов, все, что вы видите, это чистый функционал движка 2011 года. И да, добавленный PBR мною это огромная хитрость, а не модификация движка. Это можно было сделать в 2011 году после релиза Portal 2. Но просто никто этого не делал. У других есть личная жизнь. Для достижения этого результата не было изменено ни единой строчки кода самого движка, что явно очень круто. И да, бла-бла-бла, спасибо за просмотр, следите за обновлениями моего мода Project Capture. Года идут, мы стареем, в мире стабильности нет, скажет кто-то, но по 20 до сих пор не вышел. Чем не стабильность? Я съел деда. Многие просили меня сделать третье видео про P20.